Здравствуйте! Сегодня Центр восхождения представляет вебинар «Диалектическую поведенческую терапию». Наш преподаватель, доктор Рассел Бишоп, клинический психолог. Он практикует клиническую психологию и психотерапию. Он профессор Университета Колорадо-Кристиан. Он читает лекцию в его офисе в США. Welcome, everyone. I'm excited to be able to share this time together with you today. Добрый вечер, здравствуйте. Рад приветствовать вас. Очень рад разделить это время с вами сегодня. Today we'll be doing the first half of our seminar course on dialectical behavior therapy. Сегодня мы будем проводить первую половину нашего курса, семинара по диалектической поведенческой терапии. Our schedule today will be divided into 3 parts. Наше расписание сегодня разделено на 3 части. We will review information for 50 minutes. У нас будет обзор информации в течение 50 минут. We will take a 10-minute break and then resume promptly at the top of the hour. После этого будет 10-минутный перерыв, и потом снова продолжение занятия точно вот в начале следующего часа. I want to encourage all of you to follow the instruction about keeping your microphones muted. Я очень прошу вас всех следовать инструкции и держать ваши микрофоны выключенными. Please be active in taking notes and records of information that is important to you. Пожалуйста, активно делайте записи того, что важно для вас. It is also helpful to remember that there are resources available in the Facebook group. Также просим вас помнить о том, что есть доступные ресурсы в группе на Фейсбуке. We have made a file of the slides available for review. Мы сделали файл со слайдами, который тоже доступен для того, чтобы ознакомиться с ними. In those slides are links to web resources. На этих слайдах есть линки, ссылки для того, чтобы воспользоваться интернет-источниками. You are encouraged to visit those websites and other pages. Мы побуждаем вас, чтобы вы посетили эти веб-сайты и эти веб-страницы. So that you can explore more information and dig deeper into your understanding of dialectical behavior therapy. Чтобы вы могли получить больше информации и углубить свое понимание диалектической поведенческой терапии. This course is designed to provide an overview of the approach. Этот курс разработан для того, чтобы сделать обзор данного подхода. To give you some examples of the different techniques. И для того, чтобы вы получили примеры разных техник. We will review a couple of videos. Мы также сделаем обзор нескольких видео. We will also have some opportunities to practice some of these techniques. И также у нас будет возможность потренироваться в использовании некоторых из этих техник. It's important to remember that you can use some of these techniques in your counseling practice. И важно также помнить, что вы можете использовать некоторые из этих техник в вашей практике, в практике вашего консультирования. These techniques can supplement what you're already offering clients. И эти техники могут поддерживать то, что вы уже предлагаете вашим клиентам. You will not be a fully certified dialectical behavior therapist. Вы не будете сертифицированным
терапевтом в этом подходе после данного семинара. I will give you resources that you can pursue if you want to be fully certified. Я дам вам ссылку на источники, куда вы можете обратиться, если вы хотите получить полную сертификацию в данном подходе. И этот семинар, он образовательный, это не терапевтический семинар. So we're providing information for your professional and personal development. А мы предоставляем информацию для вашего личного и профессионального развития. The practice exercises that we will do are to develop your counseling skills. Практика и упражнения, которые мы будем делать, направлены на то, чтобы развивать ваши навыки консультирования. If you're interested in pursuing your own personal counseling or therapy, если вы заинтересованы в том, чтобы пройти свое личное консультирование или терапию, we would encourage you to contact our host for further resources. Мы просим вас обратиться к Центру Восхождения за дальнейшими ресурсами. Are there any questions about our course? Есть ли у вас другие вопросы по нашему курсу? If there are questions, you can unmute your microphone and talk and then mute it again. Если у вас есть вопросы, вы можете микрофон включать, да, сказать, задать вопросы, которые вы хотите задать, и потом снова, пожалуйста, выключите микрофон. Okay, I'm not hearing any questions, so we'll move on. Я не слышу вопросов, поэтому мы будем двигаться дальше. Dennis, could you share the slides? Okay, and if you have a question while we're talking, you could also type it in the chat. Если у вас есть вопрос по мере того, как мы говорим, вы можете также написать его в чате. Dennis, as you receive chat questions, could you then ask those questions at the end of each segment? Should I translate that? Russell, do you want me to translate what you just said? Yes. И по мере того, как будут поступать вопросы в чат, Рассел просит, чтобы Денис озвучивал эти вопросы в конце каждой части нашего занятия. Okay, so we've reviewed an overview of our course. А мы сейчас сделали обзор курса. Today we'll be also talking about the history of cognitive behavior therapy and dialectical behavior therapy. А сегодня мы будем говорить об истории когнитивно-поведенческой терапии и диалектико-поведенческой терапии. We'll be discussing information related to Christianity and a biblical approach. А мы будем обсуждать информацию, которая связана с христианством и библейским подходом. We will be practicing a mindfulness exercise. А также мы будем тренироваться в выполнении упражнения, связанного с mindfulness. We will be reviewing the key assumptions and ideas that form the foundation for dialectical behavior therapy. А также мы рассмотрим ключевые положения, основные идеи, которые лежат в основе диалектической поведенческой терапии. This information is important because it will help you determine when you might want to help your client learn these skills. Эта информация важна, потому что она поможет вам определить, когда вы можете захотеть помочь вашим клиентам освоить эти навыки. Then we will be introduced to the 4 skill modules.
skill modules. А потом также мы познакомимся с 4 модулями основных навыков. These are groups of skills that clients will learn to be able to be more effective. Это группы навыков, которые клиенты могут освоить для того, чтобы быть более эффективными. These 4 kinds of skills include mindfulness. Эти 4 группы навыков включают в себя mindfulness, осознанность. Number two, distress tolerance. Второе — это толерантность к стрессу. Number 3, regulating emotions. Третье — это эмоциональная саморегуляция. And number 4, interpersonal effectiveness. И четвертое — это межличностная эффективность. Let's take a moment and review a video that provides a great overview of dialectical behavior therapy. Давайте сейчас посмотрим видео, в котором представлен замечательный обзор диалектико-поведенческой терапии. So, Dennis, this is the first video for slide number 3. So in this video, you will see several different people describing what dialectical behavior therapy is. В этом видео вы увидите нескольких людей, которые описывают, что такое диалектическая поведенческая терапия. They will also describe some experiences in their work with clients. И также они будут описывать опыт их работы с клиентами. Okay, go ahead. Она помогает иметь дело с эмоциями. Russell, do you want me to read it in Russian? Or? Whatever you feel comfortable with. Okay. Вероятно, расстройство на этом этапе, вероятно, лечение, для которого существуют величайшие доказательства. Диалектическая поведенческая терапия была разработана очень специфически для людей, которые причинили себе вред или имели сильные суицидальные импульсы. В основном это помогает вам справляться с ситуациями, которые будут возникать каждый день, и ваша эмоциональная реакция будет определенной. И это поможет справиться с этой эмоциональной реакцией, что поможет вам найти способы стабилизировать состояние. Наверное. Вы сами, этот синтез и слияние попыток что-то изменить, пока одновременно радикально признавая, что именно то, что поощряется в первую очередь, наверное, так. Все люди, которые страдают от того, чтобы выйти и посмотреть на свои эмоции как третье лицо, наверное, те, у кого есть затруднения с этим, да, могут это сделать вместо того, чтобы медленно действовать. Синтез как изменение в поведенческой терапии, так и принятие. Лечение было основано в основном на моей собственной практике. Опыт в скором времени раньше ощущался буквально так, как глаза. Физическое воздействие на мое тело, как будто моя шея покалывает. Сжать. Я считаю, что они смотрят на меня враждебно. Дело в том, что они смотрят на меня, но я не могу предположить, что чувствуют внутри, что они думают. ДБТ помогла мне принести это, и я интерпретирую это так. На самом деле мне нравится диалектическая поведенческая терапия, потому что были вещи, которые мог бы работать каждый. Dennis, could you make it a little bit slower because I'm not able to read it so fast? Maybe if you could go a little bit back, like, I don't know, 30 seconds back, please. Были определенные упражнения, которые я могла бы делать, и были конкретные вещи, которые я могла сделать в последний раз, когда я отчаянно хотела.
что я мог сделать? Я сам использовал методику, которую изучил через ДБТ, а именно я... Then part of the text is hidden. Я держал в руке кубики льда и клал кубики льда тебе, когда ты действовал. Если вы хотите испытать физическую боль как способ сосредоточиться, обязательно причинить себе вред вместо того, чтобы сказать, что просто не так или что нужно изменить, как я чувствую. Ты научился работать с тем, с чем вы испытываете более эффективный способ. Он настолько эффективен. У нас были клиенты, когда они знали, что им придется обсудить что-то очень сильное, например, сексуальное насилие или изнасилование или что-то в этом роде, на самом деле пойти в магазин и купить те маленькие кубики, которые вы кладете в свой, наверное, в свой стакан, имеется в виду, заморозить, завернутые. Когда им нужно провести такой сеанс, возьмите их с собой к терапии в офис, чтобы держать их в руках во время этой сессии. Okay. So we can see that dialectical behavior therapy is a counseling approach that helps to treat very severe issues. Диалектическая поведенческая терапия — это подход в консультировании, который помогает работать с очень серьезными проблемами. It provides the counselor with a set of techniques to help their clients. И это дает консультанту набор техник, которые он может использовать в работе с клиентами. There are lots of encouragers and a very positive approach in dialectical behavior therapy. А есть очень много того, что ободряет нас в этом подходе, и то, что это очень позитивный подход. In the video, the woman with the glasses was Marsha Linehan. На видео увидели женщину в очках, ее зовут Марша Линхан. Dr. Linehan is the inventor and founder of DBT. Доктор Линхан, она основатель, и она изобрела этот подход ДБТ. On slide number 3, there is a link available to you. На слайде номер 3 есть ссылка, которая доступна для вас. The second link available is a brief video by Marsha Linehan. Вторая ссылка — это короткое видео Марши Линхан. In this video, she describes some of her history in developing the technique. А в этом видео она описывает историю того, часть истории того, как были разработаны некоторые из этих техник. And she tells the story about a mother who approached her one day. И она рассказывает историю об одной матери, которая подошла к ней однажды. This woman told her about her concerns for her own daughter. И эта женщина рассказала ей о своих переживаниях за ее дочь. The daughter had been struggling with wanting to harm herself and wanting to die. У этой дочери были проблемы, связанные с тем, что она хотела причинить себе вред, и она хотела умереть. And the mother was overwhelmed by her struggle to try to help her daughter. А мама была просто у нее были очень сильные переживания, связанные с тем, что она очень хотела помочь своей дочери. The mother learned some of the techniques from dialectical behavior therapy.
И эта мама освоила некоторые из техник диалектической поведенческой терапии. And she was able to help her daughter learn some of the techniques as well. И она смогла помочь своей дочери освоить некоторые из этих техник тоже. This skill set helped her daughter to keep from killing herself. И этот набор навыков помог ее дочери удержаться и не совершить самоубийство. And Dr. Linehan was very encouraged to hear the power in this woman's story. А доктор Линхен была очень воодушевлена, когда услышала силу истории, рассказанной этой женщиной. By using these tools and techniques, as counselors, we can help with very severe conditions. И если мы используем эти инструменты и техники как консультанты, мы можем помогать людям в случае довольно серьезных заболеваний. I encourage you to watch the Dr. Linehan video so that you can get a sense of her passion for her work. Я прошу вас посмотреть видео доктора Линхен для того, чтобы у вас сложилось представление о том, насколько она серьезна и насколько она жаждет оказывать помощь через ее работу. Just one word here. These videos have closed captioning available. It's at the bottom of the screen when you watch it on YouTube. You mean translation in Russian, yes? Yes, Russian, Ukrainian, Romanian, or other language. Okay. В этих видео там есть возможность открыть титры на русском, украинском, румынском, других языках. Let's take a look at some other information that Dr. Linehan has developed. А давайте также посмотрим еще на часть информации, разработанную доктором Линхен. So Dennis, back to slide 3 and the third link. Слайд 3, третья ссылка. I believe you have that loaded already. Я так понимаю, что у вас эти слайды уже загружены. Okay. So if you could just pull that up and I'll walk you through that. And if you can, as we go to a tab, if that might work. So the picture that you see is of Dr. Linehan. На фотографии вы видите доктор Линхен. Okay. And the top banner on this website. Верхний баннер на этом сайте. Under the green tab describes some different training opportunities. И вот тут вы видите зеленую вкладку, на ней написано на английском training, и там есть возможности того, как можно пройти обучение. So if you're interested, you can pursue more in-depth online training courses. Если вам интересно, вы можете здесь найти информацию о более таких глубоких онлайн-курсах обучающих. Dennis, can you open the online training course tab? Денис, откройте, пожалуйста, вкладку с онлайн, с информацией об онлайн-обучении, онлайн-курсах. I think it's fourth from the bottom. 4 снизу. So this gives you a list of courses that you can pursue to get more information about. Здесь вы видите перечень курсов, которые вы можете пройти, и вы можете также посмотреть информацию об этих курсах. If we go back to the previous page. Если мы вернемся на предыдущую страницу. And still under the training tab, the green tab. Здесь вот в той же вкладке, которая называется Training,
Near the bottom, we see international affiliates. А внизу вторая снизу вкладка — это международное сотрудничество, наверное. And this gives a listing of different organizations throughout the world, and you'll notice several in Europe. И здесь есть перечень различных организаций, занимающихся DBT в мире, и часть из них расположены в Европе. Back to the previous page. Возвращаясь на предыдущую страницу. Under the Resources tab, we вкладка, see, которая называется «Ресурсы». we see the For Providers tab. Мы видим информацию, которая называется For Providers, для тех, кто предоставляет услуги, наверное. And there are many different resources here related to other professionals. И есть здесь множество других ресурсов, которые могут быть ценными для других профессий, связанных с другими профессиями или профессионалами. There are lists of reading resources. Есть перечень материалов для чтения. You now have lots of resources available for you to pursue. Здесь есть множество других ресурсов, с которыми вы можете ознакомиться в дальнейшем. So let's talk a little bit more about what DBT is. А давайте теперь поговорим немножко больше о том, что такое DBT. And some of this information is taken from the fourth website on slide number 3. И часть из этой информации взята с 4-го источника, 4-го веб-сайта, который есть на вашем презентации на слайде номер 3. So in the early 1990s, в начале 1990-х, Dr. Linehan developed dialectical behavior therapy. Доктор Линхан разработала диалектическую поведенческую терапию. This came in part from her own experience with her own emotional struggles. Частично это возникло, исходя из ее личного опыта преодоления ее собственных эмоциональных трудностей. She tells the story of how she was very troubled earlier in her life. Она рассказывает историю о том, как она в своей жизни столкнулась с некоторыми сложностями на ранних этапах ее жизни. She was easily overwhelmed. Она очень легко входила в состояние преодоления, как будто для нее что-то было чрезмерным. And at some point considered taking her own life. И на некоторых этапах своей жизни она задумывалась над тем, чтобы просто уйти из жизни. This experience encouraged her to work with clients who were suicidal. Этот опыт побудил ее к тому, чтобы работать с клиентами, которые имеют суицидальные мысли или намерения. She committed her life's work to helping people in great distress. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы помогать, и работу она уделяла внимание тому, чтобы помогать людям, которые испытывают огромный стресс. She wanted to help individuals like the woman's daughter in the other story. Она хотела помогать людям, похожим на, у которых история похожа на историю дочери женщины, о которой я рассказывала раньше. So Dennis, slide number 4. So she took information from other cognitive theories, like the theory of Aaron Beck. Она использовала информацию из разных когнитивных теорий, таких как теория Аарона Бека.
Dr. Beck developed cognitive therapy. Доктор Бек разработал когнитивную терапию. She also took the work of Dr. Ellis. Она также воспользовалась трудами доктора Эллиса. You may recall that he developed rational emotive behavior therapy. Он разработал рациональную эмотивную поведенческую терапию. Okay. She also built on the work of Joseph Volpe. Также она использовала в своей работе, в разработке своего подхода, наработки Джозефа Волпе. Dr. Volpe was a behaviorist. Доктор Волпе был бихевиористом. His emphasis was on understanding what reinforces our behavior. Его акцент в его работе был на понимании того, что подкрепляет поведение. How we respond to rewards and punishments. Как мы отвечаем на вознаграждение и на наказание. She also incorporated the work of Dr. Bandura. Также она включила наработки доктора Бандуры. You may recall that Dr. Bandura's work focused on our social behavior. Как вы помните, работа доктора Бандуры сфокусирована на нашем социальном поведении. There is great power in how we imitate others or follow the example of others. И есть огромная сила в том, как мы имитируем других людей или следуем их примеру. These other approaches emphasized a focus on a particular problem. Эти подходы, они подчеркивают фокус на конкретных проблемах. So a client might present with a concern about being afraid of snakes. А клиент может, к примеру, озвучить то, что он боится змей. And these approaches would focus on that specific particular area of concern. И эти подходы будут фокусироваться именно на вот этой озвученной проблеме. These approaches were not as effective for individuals who had very severe emotional distress. Эти подходы не были эффективными в работе с людьми, у которых сильный эмоциональный стресс. And sometimes individuals would learn to deal with their problem, but not be able to apply what they learned to other areas of their life. Иногда люди могут справляться с определенной проблемой, но при этом они не имеют способности применять полученные навыки к решению проблем в других сферах жизни. DBT is considered an extension of these earlier therapies or a third wave therapy. А DBT считается продолжением вот этих вот ранних подходов, или также она классифицируется как терапия третьей волны. You may have heard examples of these third wave therapies. А вы могли слышать о примерах вот этих вот подходов в терапии, которые описываются классифицируются как подходы третьей волны. The emphasis for third wave therapies is to extend the growth and benefit beyond the specific problem. Акцент этих подходов третьей волны заключается в том, чтобы способствовать росту и развитию помимо узкой сферы той или иной проблемы, которую может озвучивать клиент. Okay. So you might be familiar with
acceptance and commitment therapy, or ACT. Вы можете быть знакомы с терапией, связанной с принятием и посвященностью, которая на английском коротко называется ACT. You might be familiar with another therapy that focuses on dealing with trauma. Возможно, вы знакомы с еще одним подходом психотерапии, который сфокусирован на работе с травмой. So that is eye movement and desensitization retraining. Этот подход сокращенно называется EMDR на английском, ну и переводится как терапия посредством десенсибилизация посредством движения глаз. And then also dialectical behavior therapy. Ну и также диалектическая, поведенческая терапия. I'm sorry, I had something in my throat. So these third wave therapies emphasize the importance of changing one's life in a broad way. Эти подходы в терапии, подходы третьей волны, у них большой акцент именно на том, что помогать людям менять их жизнь в широком смысле. We're very interested in helping the person be able to live a more balanced and accepting life. Ну и основная идея в том, чтобы помочь человеку жить более сбалансированной и more balanced and what can you say? Accepting, more balanced and accepting. Более сбалансированную жизнь вести, более принимающую. So we want to be able to encourage the learning of skills that help with emotion regulation. И мы хотим побуждать наших клиентов осваивать навыки, которые помогают им развивать их способность к эмоциональной регуляции. Can you move to slide number 7, please? So, I'm sorry, slide number 6. Слайд номер 6, Okay. извините. So these third wave therapies are focusing on growth and positive psychology. Эти терапии, подходы психотерапии, относящиеся к третьей волне терапии, они фокусируются на личностном развитии. So they're helping clients who are struggling with self-harm and suicide. Они используются для помощи клиентов, которые имеют проблемы, связанные с самоповреждающим поведением и суицидальными мыслями и намерениями. For those individuals who have difficulty managing their emotions well. А также с людьми, у которых есть сложности с управлением их эмоциями. They emphasize mindfulness. В них большой акцент делается именно на mindfulness. То есть это осознанность, ну или осознанность или mindfulness, так и переводится. They also emphasize the importance of accepting that we live in a state of tension as a part of regular life. А также акцент делается на том, что мы живем, частью нашей обычной жизни является состояние некого напряжения. Okay. We are going to take a break. When we come back from our break, we will be going through a practice exercise. А мы сейчас сделаем перерыв, и когда мы вернемся с перерыва, мы будем тренироваться в одном из упражнений. Okay, while Dennis is doing that, we're going to go through an exercise. По мере того, как Денис вставляет эту ссылку в 5-й слайд, мы сейчас проделаем упражнение. So this is an exercise that we will practice today. Это упражнение, которое мы будем делать сегодня.
This is an example of the kind of exercise that you can teach your clients. Это пример упражнения, которое вы можете использовать и обучить ваших клиентов. This is an exercise designed to help with the mindfulness skills. Это упражнение разработано для того, чтобы помочь клиентам осваивать навыки mindfulness или осознанности. And it's about helping the client to learn to separate themselves from very intense thoughts. И это упражнение направлено на то, чтобы помочь клиентам отделять себя от очень интенсивных мыслей. So right now, what we're going to be doing is practicing this exercise. And so Marina will translate. Мы будем тренироваться сейчас в выполнении этого упражнения, и я буду переводить. The title of this slide is called Leaves on a Stream. Это упражнение называется «Листики в потоке», наверное. In a stream. Leaves on a stream or on a river. Листики на реке или на ручейке. Okay. Sitting in a comfortable position. Сядьте, пожалуйста, удобно. Allow your shoulders to drop and to relax. Сделайте так, чтобы ваши плечи расслабились, опустите их. And plant your feet firmly on the ground. Поставьте ноги устойчиво на землю. Or if you are sitting cross-legged, или если вы сидите скрестив ноги, feel the sense of contact between your feet and the seat and the floor beneath you. Почувствуйте ощущение контакта между сидением, вами и полом под вашими ногами. Now, gently close your eyes. Сейчас плавно закройте глаза. And for the next few breaths, bring your full focus of attention to your breathing. И для нескольких следующих вдохов полностью сконцентрируйтесь на вашем дыхании. Notice the feeling of the air flowing in through the nostrils. Обратите внимание на это ощущение, когда воздух входит в ваши ноздри. Down into the lungs. Опускается в легкие. And down into the belly as you inhale. Опускается в ваш живот по мере того, как вы вдыхаете. And on the exhale, feel the release of any tension as you let the air out slowly. И когда вы выдыхаете, почувствуйте, как уходит напряжение по мере того, как выходит воздух из ваших легких. Now, imagine you are sitting beside a gently flowing stream. Теперь представьте, что вы сидите на берегу ручья, который плавно течет. This might be a stream that you know, or it might be something you create in your mind using your imagination. Это может быть ручей, который вы знаете, или это может быть что-то, что вы представите в своем воображении. There might be a slight breeze blowing as you sit here. Вы можете чувствовать дуновение ветерка по мере того, как вы сидите там на берегу. Soft light glistening on the water. Мягкий свет освещает воду. You might smell green grass beneath you. Вы видите зеленую траву. Imagine the stream however you like. It's your imagination. Представьте этот ручей так, как вам хочется. Вы можете любым образом представить его в своем воображении. Now imagine there are leaves floating on the surface of the stream. А теперь представьте листья, которые плавают на поверхности этого ручья.
These leaves are gently flowing past you down the stream. Эти листья спокойно проплывают мимо вас по мере того, как вода в ручье течет вперед. For the next few minutes, see if you can take every thought that pops into your head and place it on a leaf. В течение нескольких следующих минут посмотрите на то, как вы можете каждую мысль, которая возникает у вас в голове, поместить на один из этих листочков. Your thoughts may show up in your mind in the form of words or pictures or something else. А ваши мысли могут возникать в вашем сознании в форме слов, в форме картин, каких-то изображений или каким-либо другим образом. However a thought arises, simply place it on a leaf and let it float by. Независимо от того, каким именно образом возникает эта мысль, поместите ее на лист и дайте ей возможность уплыть вместе с этим листом. Do this regardless of whether the thoughts are positive and enjoyable or negative and challenging. Делайте это независимо от того, приносят ли вам эти мысли радость, удовольствие или наоборот вызывают у вас неприятные ощущения. Simply place each on a leaf and let it float down the stream. Просто поместите каждую из мыслей на листочек и дайте ей возможность плыть по течению на этом листике. If you notice your thoughts stop momentarily, just continue to watch the stream. Если вдруг вы замечаете, что ваши мысли остановились, все равно продолжайте наблюдать за этим ручейком. Sooner or later, your thoughts will start up again. Раньше или позже у вас снова возникнут мысли. Allow the stream to flow at its own rate. Дайте возможность ручью течь с его скоростью. There's no need to try to speed it up. Нет никакой необходимости в том, чтобы пытаться его ускорить. The aim here is to not wash the leaves away. The aim is to allow them to come and go on their own time. Цель здесь не в том, чтобы увидеть, как листья уплывают, а в том, чтобы дать им возможность появляться и уплывать в свое время. Just sit and watch. Просто сидите и наблюдайте. If your mind says something like, I can't do it, or this will not work, place those thoughts on the leaves and let them float by. Если в вашем сознании возникают мысли по типу «я не могу это сделать» или «все равно это не сработает», поместите эти мысли на листья и дайте им возможность уплыть. If a leaf gets stuck, let it hang around. Если какой-либо листок застрянет, дайте ему возможность побыть в таком положении. There is no need to force it to float away. Нет никакой необходимости побуждать его уплывать быстрее. Simply sit and watch, and sooner or later, another leaf will come along and give it the nudge it needs. Просто сядьте, понаблюдайте, и раньше или позже листья будут уплывать. If a difficult feeling arises, such as boredom, impatience, or anxiety, если возникает какое-либо неприятное чувство, того как скука, нетерпение или тревога,
Say to yourself, here is a feeling of boredom. Скажите себе, вот чувство скуки, Here is a feeling of impatience. а вот это чувство нетерпения, Here is a feeling of anxiety. это тревога. And place those words on a leaf. И поместите эти слова на листе. Continue to place each thought that pops into your mind on a leaf and watch it slip by. Продолжайте размещать каждую из мыслей, которые возникают у вас в разуме, на листочек, и наблюдайте за тем, как эти мысли уплывают. As the exercise comes to an end, begin to let go of your imagined stream and bring your attention back to where you are. По мере того, как вы приближаетесь к завершению этого упражнения, возвращайтесь туда, где вы сейчас находитесь. Notice what you can hear. Обратите внимание на то, что вы можете слышать, What you can feel. что вы можете чувствовать. And when you are ready, open your eyes and notice what you can see. И когда вы будете готовы, откройте глаза и обратите внимание на то, что вы можете увидеть. You might take another minute to sit quietly before carrying on with your day. Вам может понадобиться еще минута для того, чтобы посидеть спокойно перед тем, как продолжить дальше дела, которые у вас есть сегодня. You can hold on to this sense of presence and awareness and distance from thinking. Вы можете прочувствовать это ощущение осознанности, присутствия и дистанцирования от мыслей. We will now take several minutes to hear from the class what your experiences were like. А сейчас мы посвятим несколько минут тому, чтобы услышать от участников группы о том, какой был ваш опыт. What did you notice? Что вы заметили? Did your mind get stuck by any thoughts? Застревали ли какие-либо мысли в вашем разуме? Did negative thoughts show up? Возникали ли негативные мысли? Did positive thoughts show up? Возникали ли позитивные мысли? And how do you feel now? Как вы себя чувствуете сейчас? If you want to comment, you could unmute your microphone and make your comment. Если вы хотите что-то сказать, то, пожалуйста, включите обратно ваш микрофон, скажите то, что вы хотите сказать, и снова выключите его. Please share some of your experience. This is Mina. I was very relaxed. I had good thoughts, unless you mention that if there are any bad thoughts. I felt myself trying to find a bad thought to put on the leaf. Otherwise, it wasn't coming by itself. Very relaxed, especially I would say very, very relaxed. The breathing up a lot and the looking at the stream going down. Нина была очень расслаблена, и мысли были очень приятные. И когда Рассел сказал, что если какие-либо плохие мысли, она стала их искать. Вот, это так вообще она была очень расслаблена, и очень приятно было видеть этот ручеек. Excellent. How about others? Замечательно. Какой был опыт у остальных? Я могу сказать.
У меня был опыт, что недавно прошла тренинг по финансам, и у меня мысли появились о финансах, и вот эти мысли я положила на листочки, которые стали плыть по ручейку, и увидела, что этот ручеек начал течь и с горы спускаться. И просто вижу вокруг, что эти мысли с финансами, да, вместе с листьями стали туда вместе с ручейком падать. И увидела вокруг, что финансы везде, в лесу, в земле. И потом увидела такую речку, куда спускался ручеек, и речка впадала в море. И увидела, что финансы в море, ну, через все, через, ну, рыбы, все, то есть это все финансы. И просто увидела, что Бог мне показывает, что везде и всюду эти финансы. Вот просто Он показал мне вот такое видение. И, конечно, что я почувствовала, это уверенность, Извините, давайте, надежда. если можно, я переведу то, что вы сейчас сказали, Да, хорошо, чтобы, да. конечно, да. Спасибо, да. I participated in a training concerning some financial issues, and recently I had this experience. And so when I started doing this exercise, I started seeing these thoughts and issues concerned with finances on the leaves. And also God was showing me that finances are everywhere, on the soil, in the water. I saw how the stream falls into the river, how the river falls into the sea, and finances are there as well, in the water with the fish and everywhere. So God was showing me that it's everywhere. А почувствовала уверенность, надежду, что все великолепно. Вот просто в этом состоянии богатства пребывала. I felt confidence. I felt that everything is just great and perfect, and I was experiencing this state of welfare. Все, спасибо. Спасибо. Okay, excellent examples. So this Замечательные примеры. this is a tool that when clients practice, they can learn how to more effectively manage the tensions that we experience in life. Это инструмент, который клиенты могут использовать, и они могут использовать его для того, чтобы более эффективно развивать свою способность, более эффективно совладать с напряжением, которое бывает в жизни. Dennis, can you share slide 6, please? So Денис, we're going поместите, to talk пожалуйста, about the слайд definition 6 of the на dialectic. общий экран. Мы будем говорить об определении о том, что такое диалектика в данном контексте. Okay. A dialectic is a process that involves contradictory points. Диалектика — это процесс, который включает в себя какие-либо противоречивые аспекты. We can feel the discomfort and tension and turmoil between these competing perspectives. Мы можем испытывать дискомфорт и напряжение между этими соревнующимися точками зрения или какими-либо аспектами ситуации, противоречивыми. These kinds of things happen all the time, every day in our lives. Подобные вещи происходят очень часто, ежедневно в наших жизнях. For example, the financial story that was told a moment ago. К примеру, история, связанная с финансами, пример, который только что привели. There is an automatic tension between having enough money and making decisions about how to spend the money that is available to you. Есть автоматическое напряжение, которое может возникать между тем, чтобы
иметь достаточно денег и мудро использовать финансы, доступные вам. Right? We may feel uncomfortable because we make decisions, and those decisions use up the money resources. Мы можем испытывать дискомфорт, поскольку мы принимаем решения, которые предполагают то, что задействуются те или иные финансовые ресурсы. Mm-hmm. There are other examples seen in relationships. Также есть примеры, связанные с сферой отношений. There is a tension between autonomy and connectedness. Может быть напряжение между автономностью и связанностью. We might desire to have ties and connections with others. Мы, с одной стороны, стремимся иметь связи и отношения с другими людьми. We also may feel the need to be separate and have our own identity and uniqueness as an individual. Одновременно у нас есть потребность чувствовать, что мы отдельные личности, уникальные. An example would be maybe an athlete who wants to improve her own personal skills. Например, здесь будет атлет, который хочет улучшить свои межличностные навыки. To improve their individual talents. Развивать свои личные таланты. Yet this athlete also is a member of a team. Этот атлет также является членом команды. We know that on the team, sometimes the individual must do something different to benefit the team. Иногда мы знаем, что в команде человек должен делать что-то иначе, чем если бы он это делал в одиночку, для того, чтобы способствовать наилучшему результату для команды. In a marriage relationship, one spouse might want to promote their own idea. В супружеских отношениях один из супругов может продвигать свои собственные идеи. At the same time, they might have a strong desire to serve the spouse in a different way. И одновременно у супругов может возникать очень сильное желание служить второму супругу иным образом. An individual might feel overwhelmed in facing the demands of life. Человек может чувствовать, что требования жизни являются для него чрезмерными. They may feel stressed with the decision about facing those challenges versus hurting themselves and wanting to die. Он может чувствовать стресс, связанный с тем, что ему нужно справляться с этими сложностями, которые у него есть в жизни, и одновременно он может в какие-то моменты чувствовать отчаяние и даже хотеть умереть или причинить себе вред. Another example would be the tension between stability and change. Еще один пример — это пример, связанный с напряжением между стабильностью и изменениями. So a big part of dialectical behavior therapy is helping the client to understand how to live with these tension points. Большая часть диалектической поведенческой терапии связана с тем, чтобы помочь клиентам понять, как жить с этими особенностями. We have just reviewed the definition and examples of dialectic. Мы рассмотрели определения и примеры такой диалектики. So it's important to remember that there's an emphasis on growth and moving forward
to live a fulfilled life. Очень важно помнить, что есть акцент на развитии и на стремлении вперед, чтобы жить полноценную жизнь. Often people feel stuck and overwhelmed, so dialectical behavior therapy gives the client tools for living. Часто люди могут чувствовать себя в замешательстве, и диалектическая поведенческая терапия дает им инструменты для того, чтобы жить. Let's take a look at a biblical perspective to help us understand how we might use DBT within our Christian faith. Давайте посмотрим на библейскую перспективу, чтобы понимать, как мы можем использовать DBT с точки зрения христианской веры. In Romans chapter 7, the Apostle Paul describes a dialectic. В послании к римлянам в 7 главе апостол Павел описывает диалектику. He describes this struggle between his understanding of God's expectations Он описывает его сложности, связанные с его пониманием ожиданий, которые имеет Бог. He describes how the law is very clear about what God requires of us. Он описывает то, насколько четко в законе изложено то, что Господь ожидает от нас. He also recognizes that our physical body puts us in conflict with God's expectations. Также он признает, что наше физическое тело помещает нас в конфликт с Божьими ожиданиями. Our human desires, our human situation puts us at odds with God. Наши человеческие желания, наши человеческие ситуации могут способствовать тому, что мы находимся в противоречии с тем, что Господь ожидает от нас. In our minds, we know what God wants us to be able to do. В наших разумах мы знаем, что Господь ожидает от нас. He wants us to obey Him and His law. Он хочет, чтобы мы подчинялись Ему и Его закону. Yet we have desires that are self-focused and selfish and hurtful to others at times. Но при этом у нас есть желания, которые способствуют тому, что мы сфокусированы на себе. We make choices that go against God's expectations. И порой мы делаем выборы, которые противоречат Божьим ожиданиям от нас. Paul described how he felt overwhelmed by this struggle. Павел описывает, как он чувствовал, что это противоречие для него чрезмерно. So the tension is resolved at the end of the chapter. Напряжение разрешается в конце главы. Because Paul accepts his condition. Павел признает состояние, в котором он находится. He lives with the realization that he will always have these difficulties and God will always have the expectations. Он живет с сознанием того, что у него всегда будут подобные сложности, а у Бога всегда будут его ожидания. So how does he propose to move forward in the midst of this struggle? Каким же образом он предлагает продвигаться вперед с учетом вот этих вот сложностей? Right. He concludes by acknowledging that there is hope because of what Jesus Christ has done.
И он делает вывод, признавая наличие надежды благодаря тому, что сделал Иисус. As Christians, we can never resolve or eliminate this kind of tension from our lives. Как христиане мы никогда не сможем разрешить или уменьшить данное напряжение в наших жизнях. But we live as Christians with the understanding that God can give us peace and contentment in the middle of this difficulty. Но при этом, как христиане, мы живем с пониманием, что Бог нам может дать мир и понимание того, что делать, несмотря вот на вот все эти сложности. In the book of Philippians, Paul talks about how he has been through all kinds of adversity. В послании к филиппийцам Павел говорит о том, как он... I'm sorry, could you say it again? So in Philippians chapter 4, в послании к verses филиппийцам 12 в and 4 13, главе стихи 12 и 13, right? Paul talks about how he has been through all kinds of difficulties and adversities in his life. Павел говорит о том, как он проходил значительные сложности и испытания в своей жизни. He says that he's been through times of plenty and times of want. Он пишет о том, что он был в ситуациях, когда у него было изобилие всего, и также находился в ситуациях, когда была скудость. He's learned that no matter what the circumstance, he can be content. И он усвоил, что несмотря на обстоятельства, он может... could you give a synonym for content? I forgot. Right? He can be content because he understands God's provision. Да, что он может быть в мире независимо от обстоятельств. Thank you. So this perspective is very consistent. Yeah, this perspective is very consistent between the Bible and DBT's understanding of the dialectic. Это видение очень, оно общее как для Библии, так и для понимания диалектики в DBT-подходе. In Ephesians chapter 4, в послании Ефесянам, 4 глава, we're encouraged to put on the armor of God. Нас побуждают к тому, чтобы мы одевались во всеоружие Божие. And have tools and skills available to us to face these different adversities. И также, чтобы мы владели инструментами и доступными навыками для того, чтобы сталкиваться с различными ситуациями. In a similar way, DBT equips us with skills to use in facing life's difficulties. И подобным образом DBT оснащает нас навыками, которые полезны при столкновении с жизненными сложностями. DBT encourages us to use our mind more effectively. DBT побуждает нас использовать наше сознание более эффективно. In Romans chapter 12, verses 2 through 3, в послании Римлянам, 4 глава, стихи 2-3, 12 глава, извините, verses 2-3, yes, стихи 2-3. We are directed to consider how when we renew our mind through Christ, we can know God's direction and path for our lives. Нас побуждают обновлять наши разумы во Христе, и таким образом мы можем лучше понимать свой путь в жизни. DBT encourages us to regulate our emotions more effectively.
DBT побуждает нас более эффективно регулировать наши эмоции. In Ephesians chapter 4, verse 26, В послании Ефесянам, 4 глава, стих 27, we are reminded that our emotions are a part of our human makeup. It's how God designed us. нам напоминают о том, что наши эмоции — это часть того, какими нас создал Господь. We're reminded that when we experience these emotions, we have a choice about expressing them in godly ways. И нам напоминают о том, что когда мы испытываем те или иные эмоции, у нас есть выбор в том, как проявлять наши эмоции. И есть возможность проявлять их угодным Богу образом. In DBT, we're reminded about the importance of getting along in relationships with others. А в DBT нам напоминают о том, что важно находить возможности для того, чтобы нормально поддерживать отношения и находить общий язык с другими людьми. In Scripture, Jesus told us that we are to love others as ourselves. А в Писании Иисус говорит нам о том, что мы должны любить других, как самих себя. Paul also instructed us, as far as it depends on you, live at peace with all people. Павел также проинструктировал нас, что настолько, насколько это зависит от нас самих, мы должны жить в мире со всеми людьми. So we can see that there are clear connections between key DBT ideas and Scripture. И мы должны видеть, что есть прямые связи между ключевыми идеями из DBT-подхода и Писанием. If you're interested in more information about the connection between using these skills and Christian faith, Если вам интересно разобраться больше в том, как использовать эти навыки и христианскую веру, slide number 7 refers you to a research article by Dr. Wang and Dr. Tan. на 7 слайде есть упоминание статьи, написанной, исследовательской статьи, которую написал доктор Вэнг и доктор Тэн. This was written in 2016. Эта статья была написана в 2016 году. And a web link is available in your resources. И ссылка на эту статью есть в ваших It's open source источниках. to the public. Эта статья находится в открытом доступе. You can visit that web link and go through the Google Translate process to have the entire document for your review. Вы можете посетить, обратиться к этому источнику, посетить этот сайт и использовать переводчик, чтобы ознакомиться с текстом статьи. Okay. So we're going to take our next segment and to review some additional key assumptions and concepts from the theory of DBT. Наш следующий сегмент будет посвящен обзору ключевых положений из теории DBT. We will finish that next segment with a description of a homework assignment that I'm going to ask each of you to do before our next session. Мы также завершим
работу с обзора домашнего задания, которое я попрошу вас сделать перед нашей следующей сессией. The homework assignment won't involve a lot of time today, but it will require you to make some special effort to pay attention. Домашнее задание не займет у вас большое количество времени, но оно будет требовать уделения внимания специфическим образом на определенные вещи. Okay. So moving on to slide number 11. Продвигаясь к слайду номер 11. We'll start our discussion here for the next few minutes. И мы отсюда начнем наше обсуждение в течение нескольких следующих минут. Then we will take our break. И потом сделаем перерыв. Okay. So we can see that DBT is a treatment approach that has two key qualities. Мы видим, что DBT — это подход к терапии, у которого есть две основные характеристики. It helps clients learn how to solve problems. Он помогает клиентам освоить то, как решать проблемы. Right? But it also emphasizes accepting the reality of what's happening in life. Но он также подчеркивает важность того, что реально, принятие того, что реально происходит в жизни, то есть принятие реальности. We need to learn skills to solve the problems that we can solve, and we need to accept when we cannot solve something. Спасибо. Нам важно осваивать навыки, которые помогают нам решать проблемы, которые мы можем решить, и одновременно нам очень важно определять, какие из проблем мы не можем решить, и тогда принимать, что они имеют место. There is a famous prayer that has this phrase in it. Есть очень известная молитва, которая включает в себя следующую фразу. God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Господь, дай мне мудрости принять то, что я не могу изменить. The courage to change the things that I can. Смелость изменить то, что я могу изменить. And the wisdom to know the difference. И мудрость отличить одно от другого. Okay? We want to, as Christians, develop wisdom so that we can make good choices about how to move forward with that tension. Как христиане мы хотим развивать свою мудрость, чтобы понимать, куда двигаться с учетом того напряжения, которое есть в наших жизнях. Slide number 12. Слайд номер 12, пожалуйста. So DBT teaches how to use strengths to manage emotions. DBT обучает тому, как использовать свои сильные стороны для управления эмоциями. To think, to behave, and to function. Для того, чтобы думать, вести себя и функционировать. So that clients can be more effective to create the kind of life worth living. Так, чтобы клиенты могли быть более эффективными в создании жизни, и в том, чтобы вести жизнь, которую стоит жить. Жизнь, достойную жизни. So this is very hopeful and very optimistic. И это дает очень много надежды, и это очень оптимистичный подход. Similarly, our Christian faith helps us to be hopeful and optimistic about our life and our future. Подобным образом, наша христианская вера помогает нам быть оптимистичными по поводу нашей жизни и по поводу нашего будущего.
When we return from our break, we will talk about some other key ideas that are about the theory of DBT. Когда мы вернемся с нашего перерыва через 10 минут, мы будем говорить о ключевых идеях из теории DBT.